Привет, рад снова видеть вас на нашем канале. В преддверии новогодних праздников, именно для тех, кто приедет сюда на новогодние каникулы, мы хотим прогуляться по Адлеру, показать вам, готов ли он к встрече Нового года, показать, как он украшен, что сколько стоит, какие рестораны работают, где какие цены, зайти самим, затариться, закупиться в торговом центре, каких-то продуктов, напитки, алкоголь к Новому году, может быть, какие-то сувениры и подарки, и вообще классно провести время. Напоминаю, что сейчас конец декабря, на улице плюс 14 градусов, посмотрите, как светит солнце, мы в очках, это ли не рай. Ребята, прежде чем начать, поставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, а мы начинаем. Поехали! Конечно же, Адлер весь украшен к новогодним праздникам, но центральная площадь, это площадь Мандарин, это особый вид искусства. Здесь сконцентрировано огромное количество ресторанов с блюдами со всего мира, огромное количество баров, заведений, даже стриптиз-клубов, развлечений, бильярд и так далее и тому подобное. То есть это самое тусовочное место. И, конечно же, оно украшено, ну просто запредельно. Такое чувство, как будто я даже не в России нахожусь, потому что все эти рестораны, кто во что гораст, они пытаются сделать максимально красивые входные группы, интерьер, антуражи, все предновогоднее, какие-то цветы, какие-то шарики и так далее и тому подобное, чтобы заманивать как можно больше к себе клиентов. А клиентов здесь огромное количество, потому что, несмотря, вот я уже говорю, на межсезонье, на то, что еще горнолыжка не началась, в преддверии Нового года, ну просто очевидно, что народу сюда приехало огромное количество. Нам очень нравится то, что вот в преддверии наплыва туристов, да и вообще погода хорошая, рестораны, вот честно говоря, я вот не припомню, они начали кухню выносить на улицу, то есть какую-то такую, знаете, стрит-фуд, потому что этого действительно, ну, немножко не хватает у нас, в принципе, в России, не то, что там в Адлере, а вообще по России. Во всем мире это развито, а тут вот только начали нащупывать такие, скажем, ниши, да, стрит-фуда. Вот, например, про мидии мы мимо проходим, вот у них тут продается тоже скумбрия в багете, сейчас очень модно стало турецкий стрит-фуд. Называется балик экмек. Это вот такая булочка, багетик, соус, зелень, там скумбрия поджаренная, прям на таком, знаете, как... Кстати, в Красной Поляне мы ели это за 500. За 500 рублей было в Красной Поляне, здесь 390. Глинтвейн здесь 420, морские ежи по 249 рублей. 249 рублей дешевле, я еще не видел морского ежа. А на площади Мандарин я видел глинтвейн, в некоторых местах есть по 390. Но это еще не значит, что он как бы такой же. Они тоже разные, знаете, бывает прям приторный пить невозможно, а бывает хороший. Но я думаю, что Family Garden, вот эта сеть, она классная. Я думаю, что здесь глинтвейн суперский. Мы здесь обязательно, я хочу здесь попробовать морских ежиков по 249 рублей. Но это позже, в такую погоду надо гулять. Вот когда уже солнышко подальше откатится, отойдет, вот тогда и будем думать, где нам перекусить и что поесть. Случилось чудо. Зашли, короче, по пути в магазин солнечных очков. Ну, не только тут разные такие поляризационные, солнечные. Живем третий год в Сочи. Третий год. Солнце, лето, жара. Я всю жизнь ходил без солнечных очков. Тут идем уже, Ольга мне говорит, ну давай уже наконец купим тебе очки солнечные. Я говорю, ну фиг с ним. Будет мне как дополнительный подарок на Новый год. Короче, заходим, выбираем. Здорово! Короче, на мое лицо у меня как следует, хлеборезка-то нормальная, на мое лицо надо подбирать что-то серьезное. А вот эти крутые. Сейчас. Position number one. Отдыхает. Человек из 90-х. Как это, дискотеки 90-х. Человек. Я похож на гонщика Тур де Франс? Нет, ты похож на человека, у которого нет стыда. Так, дальше. Мне принесли что-то супер. Вот это да. Ребята, помните код Базилио? А я буду код Бразилио. Между прочим, они тебе идут. Опа, она. Как вам так, как тебе такое, Илон Маск? Мощно? Кстати, смотри, они четко по глазам, и я в них вижу, как в солнечные очки. Нормально? Лизонька. А вот так, как... О! А это как раз на лыжах, да, кататься? Держите. Ну-ка. Чикс. Прикинь, так по Адлеру ходить. А что, люди ходят, я уверена.
Я извиняюсь за французский. Отмудохать в первые 10 минут. Скажет, ты чего вообще творишь? А, кстати, я же хотел большие очки на большое лицо. Вот, пожалуйста. Забрал это. Маска сварщика. Знаешь? А есть диоды, даете в комплекте эти сварочные? Ребята, а сейчас просто топовый топ. Та-да-да-да. Та-да-да-да. Вот это прикол! Погоди, или я хотел не вот так, надо сейчас начать. Да нет, супер. Обалдеть просто, ну-ка. Лиз. Так, вот такие вот очечки. Выбор здесь, конечно, огромный. Ну как вам, ребята? Вот такие вот теперь у меня очки. Представляете, под Новый год купить себе солнечные очки. На самом деле, вот гуляем, солнце светит, я иду, щурюсь, не могу. Оля в очках идет нормально. Против солнца я иду, уже просто говорю, как сниматься, у меня аж глаза слезятся. Вот настолько солнце, как в солярии. Ну вот, ребята, декабрь месяц, конец декабря. Так что я теперь тоже модный. Погнали дальше. Ну, совсем другое дело в очках. Чувствую себя как Райан Гослинг, голливудская звезда. Теперь никто не узнает меня. Знаешь, как они все укутываются, капюшон, очки, все. Ой, ну какая же погода, ребята. Просто замечательно. Торговля бойко. На самом деле, народу просто какое-то невероятное количество. Все говорят, что вроде бы как сейчас не особый сезон, да, вроде летний закончился, а горнолыжный еще не начался. Нифига подобного. Просто приедьте в Адлер, погуляйте здесь по Мандарину, по набережной, помзымте вдоль моря, вы просто обалдеете от количества людей. Ну, посмотрите, просто толпы. Давай. Нормально? А что за порода будет? Пудель? Питбуль. Питбуль? Стопорширский терьер? Чтобы охранял ваш дом, ваш двор, ваш особняк. Держи, солнышко. Опа. От папочки, от мамочки. А родителям пожелаю семейного благополучия, приятного отдыха и Спасибо. хорошего настроения. С приездом в город Сочи. Фото на память. Мы тут живем. Правда? Да, мы В местные. какую школу ходил папа? Нет, папа москвич. А. Мы переехали 3 года назад. Понял. Идем вдоль набережной по пути в сторону пляжа Чайка-2. И тут есть классный пляжный барчик, не можем пройти мимо. Ну где еще, как не в Сочи, как не в Адлере, можно в преддверии Нового года посидеть на берегу моря. Уже плюс 15 разогрело, я сейчас прошел, здесь была табличка, плюс 15 написано на солнце. И выпить кружечку холодного пшеничного смузи. Ну что, шел 180 какой-то там день лета, да, ребята? Ну это просто кайф. Лиски взял арбузный лимонад какой-то у них собственного производства. Тут немного арбузного сока, сиропчик и вот лимон со льдом. Себе взял пшеничный сок. Очень, говорят, полезно для пищеварения, да и вообще поднимает настроение. За вас, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и обязательно подпишитесь на наш телеграм-канал. Он называется также «Не кухня». QR-код вы видите сейчас внизу экрана. За вас. Песня. Друзья, сидя на берегу моря, любуюсь вот этой вот синей далью, знаете, хочется немного пофилософствовать, особенно в конце года. Тем более, что этот выпуск у нас последний в этом году, подчеркиваю, не в жизни, а в этом году. Мне хочется у вас спросить, каким был для вас этот 2025 год? Достигли ли вы каких-то целей, которые ставили перед собой? Улучшили вы как-то, может быть, свою жизнь, может быть, какая-то мечта ваша осуществилась, где вы успели побывать в этом году, потому что путешествие это одно из важнейших вообще, из важнейших событий в нашей жизни. Это именно то, что вот фотографии, видео какие-то, да, из этих путешествий, да и вообще воспоминания. Это единственное, что мы можем унести с собой в вечность, да. Вот мы, например, выполнили небольшую цель свою, да. Мы все еще живем в Сочи, мы все еще наслаждаемся природой и морем. Мы наконец-то прошли отметку в 15 тысяч подписчиков на канале. Для нас это просто огромный успех в условиях ограничения Ютуба, в условиях вот этого вот глушения и, скажем так, титанических усилий на самом деле стоит сейчас набивать подписчиков, ведь все смотрят, ой, сколько подписчиков там, те же рекламодатели. А ведь это не важно, вы посмотрите, какое количество просмотров. То есть, и вообще нас 60% смотрят людей без подписки. Я, кстати, заметил, друзья, это не порядок, но вы знаете, что делать надо. Вот, поэтому пишите в комментариях, каким был для вас этот 25-й год. С наступающим вас, друзья.
жестокий день, холодным ветром. Подходим уже к пляжу Чайка-2. Здесь уже глинтвейн стандартная 0,3 стакан 300 рублей, большой стакан 0,5 500 рублей. Пахнет шикарно, на набережной просто, знаете, ни с чем не передаваемое ощущение, что вроде бы предновогоднее настроение, предновогодний вайб, уже все украшено, играет какая-то такая где-то новогодняя мелодия, рождественские мелодии, продается глинтвейн. И на фоне всего этого плюс 14 градусов, светит солнце, и даже некоторые люди купаются в море, вы представляете? То есть, ну, где еще такое увидишь? И мы привыкли, что в предновогоднее уже какое-то таком настроении все суетятся, зима, снег какой-то, пускай даже легкий морозец, где-то солнышко, где-то пасмурно. А тут, ну, вы знаете, такое чувство, что все еще поздняя осень. Но пахнет глинтвейн. Поздняя осень с запахом глинтвейна и елки. Ну что, мы толком не завтракали, не обедали. Вот решили поесть перед посещением торгового центра. Но поесть опять-таки нам хочется и самим что-то новое всегда попробовать, и вам показать какое-то новое заведение, что-то интересное. Так вот, из новых заведений на Мандарине буквально, ну, относительно недавно, может быть, кто-то уже был, открылось такое заведение, называется 321 клуб. Это такой гриль, стейк, ребра, ну, то есть, скажем так, реберная, ну, не скажем так, она так и называется, реберная 321 клуб. Она принадлежит сети Family Garden. Вот нас заинтересовало, мы решили сюда зайти и попробовать. Так вот, что мы заказали? Фирменное пиво заказал, их называется 321. Оно стоит у нас 320 рублей, я помню, 320 рублей. Дальше я заказал ребрышки говяжьи, называются Техас барбекю. Вот такие два ребра приносят, мяса, конечно, мало здесь, вот такие толстые ребра. Дальше приносят салат коулслоу, политый каким-то соусом белым, и картофель фри. Дополнительно к картофелю фри я заказал кетчуп. Что интересно, приносят на металлической посуде. Блюдечки, вот такие подносы. Оля себе заказала куриные колбаски, жареные на гриле, тушеная капуста и соус. Какой соус к ним идет, Оль? Какой-то. Типа карри, похож на карри. Я сейчас попробую еще. Ну-ка. Да, это соус карри. Кстати, соус неплохой, видно, что сами делают. Значит, вот эти ребрышки, значит, вот этот вот набор картофель фри, коулслоу и два ребрышка у нас стоит. Техас барбекю называется, 990 рублей. Это маринад такой, Техас соус. Свиные дешевле, да? Свиные дешевле. Свиные все по 790. Все. У них тут есть карри, бульдоги это острые, терияки, том-ям, ребрышки. Ну и говяжьи то же самое. Терияки, том-ям. Есть ребра XXL, 2380 рублей. Но это какая-то там, видимо, большая порция. Это на двоих, на троих. Вот. Значит, ребрышки 990. Олины колбаски. Вот такое блюдо с тушеной капустой и соусом карри. Значит, стоят они 740 рублей, вот это блюдо. Ну, на самом деле, порции маленькие очень, но и цены, кстати, 740 рублей, не такая же большая цена. Дальше она заказала креветочки попкорн, креветки попкорн с соусом. Значит, стоят у нас 580 рублей. Соус называется тартар кимчи. То есть он, видимо, остренький, такой светлый. И Лиза заказала бургер с говяжьей котлетой. Почему-то повыковыривала свежие огурцы из него с луком. Не знаю, зачем, у тебя здесь капнуло. Дает перчатки. И бургер Лизин, значит, где он у нас есть? Вот. Чизбургер стоит 930 рублей. Но он большой. Давай, Лиза, делай кусь. Оба-на! Большому куску и рот радуется. Лизонька, как тебе бургер по вкусу? Нормальный. Ну, вкусный, но не шедевр, да, как Да. я понимаю? Ну, Лизонька говорит, вкусный, говорит, бургер, сытный, явно сытный, она объестся с него, но, говорит, не шедевр. Подсказала по 5-бальной шкале 4 где-то. Ну что, я, наверное, буду пробовать свое. Начну с картошки фри. Почему? Потому что она быстрее всего остывает, а вы сами знаете, что холодная картошка фри – это уже не то. Здесь видно, что они делают из настоящего картофеля. Вот прям кожура, видите? То есть они сами ее шинкуют и поджаривают в масле. Ну, картошка бомбовская. Кетчуп Хайнц по классике. Хочешь попробовать, Лиз, картошку фри с кетчупом? Давай. Очень вкусная. Держи. На еще. Картошка классная. Чуть-чуть, быть может, я бы ее досолил. Давайте теперь главное блюдо. Соль принесли. Соль принесли? Да. Давай. Где она? Вот, соль, перец. Давай. Вот соль. Ой, это перец. Перепутал. Так. А сколько бургер стоит, я уже сказал, да, по-моему? Да. Все, так.
Дальше пробуем ребрышки и салат коулслоу. Давайте с коулслоу начнем. Хрустящий салат. Такая заправочка, знаете, чуть-чуть майонезная, но майонез не покупной, сами делают. Для нас кислинка. Видно, что в эту заправку, вот в эту белую, которую сверху полили, добавлен немного уксуса, немного лимонного сока, вот что-то такого. Салат интересный, но если девчонки за фигурой своей, как говорится, Он есть отдельно, кстати. следят, меню. да, то можно заказать его, попросить без вот этой вот белой помазки. Но хочу сказать, что как бы ничего особенного. Капусточка такая с морковкой, просто к мясу. Как бы особо сказать-то про него и нечего, про этот салат. Давайте, гвоздь программы, самое главное, это ребрышки. Перчатки. Не хочу руками, хочу попробовать вилкой. Надо было ножик взять. Ну ладно, да вот я уже отломал. Давай. Спробуем. Так, напоминаю, эти ребра называются Техас барбекю. Пробуем. Такой кусочек. Мясо нежное, сразу видно. Мясо во рту тает почти что как тушенка. То есть приготовлено прям вообще максимально до полного распаривания, до полного разрумянивания. Соус кислый. То есть написано Техас барбекю. Понятно, что это соус барбекю, но он явно с лимоном или уксусом. Он прям такой, знаете, кислит. И даже мясо. Мясо пахнет кислым немного. Понюхай, Оль, чуть-чуть. Да. А, это барбекю такой. Ну, я не люблю соус барбекю. Угу. Такой, честно говоря, на любителя. Собственно, первое ребрышко у меня закончилось. Вот три получилось кусочка на вилку. Вот. И ребрышко пустое. Что я могу сказать? Съедобно, но, честно скажу, взял бы я второй раз. Вряд ли. По пятибалльной шкале прям, тройка, но твердая тройка. Очень ребра большие, кости широкие, мяса практически на них нет. Коулслоу, это просто капуста. Ну вот картофель фри. Как бы стоит ли это 990 рублей, не знаю, решать вам. Мне кажется, что не стоит. Честно говоря, сейчас попробуем пиво их. Что же за пиво такое 321? Ваше здоровье. Сейчас попробую колбаски Олины. Короче, тут, как я понял, курица со свининой вперемешку в составе. Вот такие небольшие колбасенки. Сейчас макаем в карри и пробуем. Неплохие, легкие. Кстати, по вкусу я бы не сказал, что прям свинина чувствуется. Видимо, Чувствуется. Я тоже ела, свинина не чувствую. как будто куриные такие колбаски. Знаете, хотел бы сказать, что детям хорошо пойдет, но дети не станут есть соус карри и тушеную капусту. Я Поэтому, думаю, соус можно поменять. поэтому детям точно. Ну или соус заменить. Ой, что острое попалось. Перец прям раскусил какой-то. Прям жжет. Ты любишь? Да. Ну, капуста... А, это черный перец крупного помола в соусе карри. Ну, капусточка, тушеная капуста. Гречки. Причем капуста не квашеная, а именно тушеная, как вот этот coleslaw, собственно, вот он тушеный. Так. Попробуем креветки попкорн. Я целую не хочу, а половинку сейчас отрежу. Не знаю. Так. Отрезал. Макаем в соус. Соус, напоминаю, у нас называется тартар кимчи. То есть это, грубо говоря, тартар соус остренький должен быть. Вкусно. Очень вкусно. Честно говоря, мне вот эти колбаски с капустой и вот эти креветки понравились больше, чем вот эти ребра говяжьи. Они говорят, у нас самые лучшие ребра, такая вкуснятина. Честно говоря, то ли соус мне этот не зашел, то ли что. Прям хочется пивом запить эти ребра, и я, честно говоря, есть уже не буду это. Вот. Ну а coleslaw, что coleslaw? Капуста. Просто капуста свежая. Поэтому, друзья, будем есть креветки и колбаски. Погнали. Итак, нам принесли счет. В общем, нам обед вышел 4420 рублей. Кто-то наелся, кто-то не наелся. Вот. Но, тем не менее, вот такое заведение есть. Это, знаете, противовес может быть реберный Фрэнк Байбастов, потому что она находится в Эстосадке.
А в Адлере не было реберной вот такой полноценной. Одна есть только после Адлерского рынка, но она больше не как ресторан, а как такое небольшое кафе, да, где можно взять с собой на вынос, там перекусить. А вот полноценного ресторана такого реберного не было. Так вот теперь есть. На Мандарине называется 321 Club. Может быть, кому-то этих порций пока что достаточно. Может быть, лично мне там соус один заходит, один не заходит, поэтому здесь их там 6 видов разных. Как бы выбирайте на свой вкус и цвет. Но, в общем, это место мы вам показали. Будем двигать дальше. Я видел тут одно местечко по очень привлекательной цене, ежики морские. Сейчас пойдем и посмотрим, действительно ли это так, есть ли они там в продаже, и будем дегустировать. Погнали! Вышли мы на улицу, а тут уже начинается настоящая предновогодняя сказка. Сумерки, начинает темнеть, я думаю, еще минут 15-20 окончательно стемнеет. И здесь становится просто невероятно красиво, как в сказке. Мы вам это покажем, обязательно красивые кадры будут. Потому что ночью, именно по темному времени суток, самая красота просыпается здесь. Вчера уже стемнело, мы решили поехать домой. Что-то, честно говоря, изрядно подустали. А сегодня светло, но, правда, пасмурно. Мы приехали на Адлерский рынок, чтобы купить сладости для наших замечательных подписчиков, которые участвуют на наших стримах. Потому что сегодня именно отправляем им посылочки. И каково же наше удивление. Прямо на самом входе на Адлерский рынок открыли новый Фо Вьетнам. Это тот же самый наш любимый Фо Вьетнам, который находится в центре Адлера. Теперь прямо на входе Адлерского рынка. Я в восторге, ребята. Это офигенное топовое заведение. Но мы обязательно его посетим, посмотрим, как в новом заведении кормят, еще сколько стоит, но мы здесь не за этим. Пойдемте, еще надо купить мандарины, туда-сюда, в общем, всякие вкусняшки на новогодний стол. Все, наборчики мы купили для наших подписчиков. Что хочется сказать об Адлерском рынке? Тут есть практически все. Огромное количество специй, чаев, сладостей, сыры вообще на любой вкус и цвет. Конечно же, много рыбы, еще, кстати, много форели, потому что здесь рядом форелевое хозяйство. Ну и фрукты. Конечно же, много местных фруктов, именно которые растут либо в Сочи, либо в Абхазии. Это мандарины, хурма, фейхоа и так далее. Даже есть гранат. Вот сейчас мы и посмотрим, сколько же стоят те самые абхазские мандарины из детства. Упаковываю подарочки, посылки. Сладости-то мы купили. Вот, кстати, топ-донат у нас выиграл бутылку. В общем, наша основная задача сейчас успеть, чтобы наши подписчики до Нового года получили подарки. Вот, собственно, упаковываем и отправляем. И, можно сказать, все дела на этот год завершены. Спасибо, дорогие подписчики, что подсказали отправку Озоном. Очень удобно. Такое впечатление, как будто мы рекламу Озону делаем. Может, такие. Не, на самом деле, 99 рублей за отправку, это, мне кажется, шикарно. Нигде так дешево не выходит. Ну и спасибо за то, что участвуете в наших стримах. Вот победителям топ-донаты среди записок до Нового года уже получат ребята свои подарки. Очень приятно. Ну и по ходу пьесы заехали в одно место, забрали посылочку, которую нам прислала наша дорогая подписчица Братчанка. Вот такая коробка, подарки мы любим. Она тут написала даже на коробке: Никите, Олечке и Лизоньке, с уважением, семья Романовых. Братчанка, и смайлик поставила. Нам очень это интересно, мы подарки очень любим. Открываем и смотрим. Опачки, это куколка ручной работы. Она классно шьет, это для Лизы. Посмотрите, какой заяц, с какими большими красивыми ушами. Обалденно, Лиза. Смотри, какой подарок тебе пришел. Что надо сказать, Лиза? Спасибо. Спасибо, держи, дорогая. Это, между прочим, с любовью от всей души ручная работа. Дальше, да тут сколько тут всего есть. Ореховый восторг. Кедровые орехи в цветной шоколадной глазури. Целая пачка. Это к чаю как раз, да, Оль? Так, дальше, что у нас тут? О май гад, пахнет так, что вечер у меня сегодня удастся в очередной раз. А тут у нас распаковка. Сушеные окуни, посмотрите, вяленая сушеная рыба. Ох, как я это люблю, спасибо, дорогая. Так,
Окошков мы пока откладываем. Мне прям интересно, слушай, она там наложила-то, елки-палки. Дальше. Сшитый. А это елочные игрушки она шьет сама. Это домовенок Кузя. Помните? Домовенок Кузя из советского мультика. Обалдеть. Дальше. Так. Еще целая пачка елочных игрушек. Это из мультика Винни-Пух. Смотрите, Винни-Пух, Пятачок, Сова, Ослик и еще какие-то герои здесь. Посмотрите, целая коробка. На елку точно повесить. Целая коробка Лизонька, на, держи. Или это пряник? А, нет, это тоже. Целая упаковка елочных игрушек ручной работы. Спасибо. С которыми Ну-ка. можно потом кукольный театр, мне кажется, делать. Да вообще, представляешь, ручной работы игрушки на елке будут висеть. Не у многих, между прочим, дома висят. Так, это у нас жевательная сера байкальская. Жевательная сера? Это, наверное, полезно. Да, смотри, она в виде вот таких таблеточек сделана, как ириски. Реально, смотрите, жевательная сера. Байкальская, главное. Обалдеть. Так. Ох. Да это прям посылка. Майонез провансаль. Это к новогоднему. Это, наверное, какой-то необычный, видишь, фирма Янта. И здесь горчица их тоже, видишь, фирма Янта. Да, это может местный производитель какой-то. А ну-ка, мне прям даже интересно. Иркутская область, город Иркутск. Да, это местного производства. Их байкальские, да, кстати, к новогоднему столу, может быть, мы этим майонезом под шубой твою и заправим, рыбку красную. А горчичку мне под холодец. Вот она шарит, она знает, что прислать. А я такой на Новый год 50 грамм, холодечек с горчичкой. И буду вспоминать про нашу любимую братчанку. Так, дальше. Это чтобы посадить томат чудо-карлик. Это класс. Смотри, масочки. Это для девочек. Авокадо, кокос. У мамы там 30 штук. И персик. У мамы там 3 штук, это все мое. Обалдеть. А это мне, чтобы я весной посадил. Смотрите, какие томаты и масочки для девочек. Слушайте, прямо У мамы Обалденная посылка. посылка от дальних родственников. Реально. Да. Это прям посылка от дальних родственников, да, вот? Дальше. Календарь. Календарик на 2026 год. Магнитик. это что там? Магнит байкальский. Смотрите на холодильник. Полотенце с лошадкой новогоднее. Какая прелесть. Для Лизоньки. Видите, какое? Обалдеть, ребята. Я в восторге. Я как ребенок сейчас сижу. Знаете, просто распакую. Дальше крем какой-то. Или что это? Подождите. Скраб, Для мамы, наверное. Это байкальский какой-то Скраб. кокос, скраб с маслом ши, кокоса, Для жажба. мамы. Это для нашей мамочки. Спасибо большое. Так, я прям в шоке. Смотри, целая коробка. Так, это надо распаковывать. Что здесь у нас? Я прям потрошу, как, знаете, с нетерпением. Говорит, откроешь свой подарок, когда будешь дома. Какой дома? Давай потроши его. О, это варенье. Она же мне говорила, что она делает. Подожди, земляничное. Точно, это земляничное варенье. Она сама делает его. Земляника. Земляничное, Оль. Это же дикая клубничка, маленькая Я ягодка. 1000 лет не ел вообще землянику. А уж варенье земляничное, это просто братчанка. Дорогая ты наша. И всей вашей семье Романовых. Огромнейшее спасибо. Под Новый год, ну это классные подарки. Мы в Лизок, иди восторге. сюда, давай Лизонька, вместе иди в кадр вместе с зайчиком. Спасибо большое вам за такой приятный подарок к Новому году. Мы вас благодарим. Спасибо большое. Спасибо, очень любим, очень благодарим. С Новым годом вас, с наступающим. Спасибо за зайку. В общем, находились, мы решили пообедать. И решили пообедать в заведении, которое называется «Гастропорт». Кто не знает, «Гастропорт» — это такое, знаете, сборище, такое фудкортов. Такое вот, то есть это именно большая-большая площадь, большая территория, где различные кафе, заведения, разные абсолютно кухни. И русская, кавказская, азиатская, в общем, итальянская, все подряд. Даже морепродукты есть. Но сегодня вот у нас немножко мнения разделились. Мы с Лизой хотели тут новое заведение попробовать. Называется «Русский ресторанчик», или как кафе правильно называется. Там, в общем, блины, пельмешки, борщ, уха и так далее и тому подобное. Пирожки, там какие-то растягаи. Оля хотела том-ям, а мы что-то так вспомнили, что на рынке сегодня видели наш любимый фо-Вьетнам. И решили, что бы не поесть азиатской еды. Он сижу, что вот азиатской какой-то вот тайской, вьетнамской еды. И почему именно выбор пал на это заведение? Потому что я лично вот увидел в меню маринованные яйца перепелиные. Я никогда в жизни не ел маринованные яйца. Мне показалось это очень интересно. Я очень хочу попробовать, да и девчонки тоже.
Потом вот принесли какой-то соус красный, но я так еще не понимаю, это яйца надо макать туда или это для моего рамена. Ну, в общем, давайте по существу. Яйца маринованные, порция здесь стоит у нас 250 рублей. Порция маленькая, 5 яичек, но вы знаете, это такая закуска. Я думаю, что оно того стоит. Оно больше интересное. Оно больше интересного. Но давайте вообще, в принципе, пробежимся по тому, что мы заказали. Ну, Оленька у нас бессменно, конечно. Это вообще без вариантов, если с Олей идешь в азиатское какое-то заведение, да и вообще не в азиатское. Мне кажется, она скоро во вкусная точка будет орать: где том-ям? Где том-ям? Вот. Она, конечно, заказала себе том-ям. Том-ям здесь порция небольшая, но я вроде бы как слышал, что здесь он достаточно хорош. Естественно, рис дают, лайм и острый перчик к нему. Том-ям стоит 760 рублей порция. 760 рублей это супер острый, и 720 рублей это обычный. Да, обычный том-ям 720. Оля говорит, у меня супер острый, ей делают вот за 760. Дальше, Лизоньки, мы заказали жареный рис с курицей азиатский. Порция достаточно большая, для ребенка в самый раз. Такая порция стоит 590 рублей. Вот. Дальше. Я себе заказал вот такую тарелочку. Это называется сырный рамдон. Ну, что это из себя представляет? Это рамен классический в его исполнении, и, там, типа булдака, грубо говоря. Все это залито сырным соусом. Здесь нори, зелень, кукуруза свежая добавлена, желточек яичный. К нему дали вот такую курочку кляре, чтобы сверху украсить. И вот этот вот острый соус. Почему отдельно? Потому что по желанию, видимо, он ядреный, наподобие булдака. И ты сам смотри, сколько тебе добавить. А если ребенку, например, то ему и вообще добавлять не надо. Стоит, значит, этот рамдон 690 рублей. Посмотрите, это фактически просто полноценное просто блюдо для взрослого человека. Я, честно говоря, не ожидал, что такого порция размера будет. Если бы знал, то, может быть, я бы не брал дополнительно вот эту булочку. А булочка-то у нас непростая. Булочка у нас называется пянсе. Это классическая азиатская булочка. Рисовая, по-моему. Рисовая мука, рисовое тесто. Внутри начинка. Там все внутри. Говядина, свинина, зелень, морковь, лук. И даже, насколько я знаю, рисовая лапша вот эта вот стеклянная. Булочка это стоит всего 240 рублей. Кстати, сытная, вот так даже на перекус взять, мне кажется, самое то. И дали еще вот такой острый соус. Это, наверное, от моего том-яма. Это от потому что том-яма. он совсем не острый. Точно, значит, это от том-яма. Вот я думал, типа в булку лить, но в булку, видимо, не надо. Ну, в общем, что, будем дегустировать. Лизонька, как тебе? Ну еще взяли напитки, да, я забыл. Да, еще взяли напитки. Мы взяли кока-колу обычную, а Лиза вот такой азиатский этот фрукт, как он там называется. Я его Вот. почти всегда пью, но это мой шанс, первый раз. Ну что, начнем с яиц, наверное, копченых, да? Ну, давай. Я хочу попробовать маринованные копченые яйца. Берем яички перепелиные. Так их или макнуть в соус? Не знаю, попробуй пока так. Да? Ну давай. Вот такое яичко с кунжутом и кинзой. А то вдруг соус вообще острый. Прикольненько. Прям, знаете, это вареное, холодное, перепелиное яйцо. Видно, что оно как-то мариновалось, может быть, чуть-чуть в соевом соусе и реально коптилось. Оно прям копченое, копченый вкус. Но, честно скажу, немного суховато. Суховато, наверное, все-таки надо макнуть в соус, попробовать с соусом. Знаете, когда раскусываешь холодное яичко, вот этот желток такой вязкий. А ну-ка. Прикольно. Но соус, кстати, не острый. Он больше кислый такой. Открой мне, пожалуйста, острый. Давай. Так. Ух ты. Опа. А можно я макну сюда яйцо Да, третье? попробуй как раз. Острый соус или нет? Да, заодно сейчас попробуем. Возьму третье яичко. Блюдо, конечно, маленькое, но перепелиные яйца, видимо, стоят денег, поэтому 250 рублей. Ну-ка. Смертельный номер. Хороший соус. Как вкусно, соус хороший. Он не сильно острый. Он, знаешь, напоминает, вот ты недавно, помнишь, говорила, хочешь аджику найти где-то чеченскую или вот армянскую, что-то такую жиденькую. Это вот Давайте. так, дальше едем. Пробуем рамен. Мы сейчас желточек вот так вот проткнем. И вот так его здесь расчекрыжим. Если сказать по-научному, расчекрыжим желток. Так, берем раменчик. Ну-ка. Ух ты!
И на базу. Горячий. Бомба. Ребята, это вкусно. Это прям вкусно-вкусно. Это, знаете, как сырный булдак, только не острый совершенно. Надо добавить этот соус для остроты. А лучше, конечно, Олькин. Ну, отлично. Порция большая. Если еще учесть, что в среднем булдак сейчас в магазинах по 300 рублей продается, а тут 590 целое блюдо. Вот эта лапша с курицей и соусом, я думаю, нормально. А ну-ка, курочку, я так понимаю, надо вот сюда класть, да? А, может, соус, точно. Ну-ка. О, какого цвета. Поехали. Это очень вкусно. Лизонька, давай теперь ты. Пока папа тут с вами разговаривал, я тут почти уже все съела, как видно. Но попробую для вас. Рис вкусный, но немножко такой, как будто что-то там мало острого и что-то с кислым связано. Ну, тут я смотрю, у тебя проростки есть, да? Да. Даже проростки. Ну, интересный, да? Да. Ну, тебе какой больше нравится, этот или фо Вьетнам? Фо Вьетнам. Так, пробую я. Я том-ям люблю, ем его часто, пробую его везде. Здесь мне нравится, честно, беру не первый раз, потому что мне здесь нравится наполнение. Вот посмотрите, здесь прям много морепродуктов. И мидии, и кальмары, и креветки, и грибы хрустящие, шитахи, да, они называются. Вот, и вот этот соус, я почти весь его сюда вылила, и прям острота, как мне нравится. Супер. Рис с кунжутом, отлично. 760 рублей, конечно, ну, немного дороговато, но я, в принципе, одной тарелкой наедаюсь, и второго блюда себе не беру, поэтому мне в самый раз. Не зря говорят, ешь, потей, работай, мерзни. Меня аж пот пробил от горячего рамена с острым соусом, вот с этим, который Олег том-яму дали. Теперь что, ребята, пришло время, гвоздь программы. Честно, я всегда мечтал попробовать эту булочку. Она мягчайшая, вот посмотрите. Просто пальчиком дотрагиваешься, она прям воздушная. Мне кажется, что это будет очень интересно. Делаем первый кусь в чистом виде, а потом хочу соусом острым попробовать. Поехали. Покажи нам начинку. Ну, Лук. это капуста пока. Пока капуста. Так, ребятки. Проверка на вшивость. Вот начинка. Написано с говядиной. Посмотрите. Это просто одна капуста и лук. Ну да. Все. Тут говядина, вот эти крошки фарша. Вот это уже я не люблю. Вот это я не люблю, ребята. Рамен был шикарный, том-ям реально офигенный, Ольки. Да, возможно, дороговат, но какое наполнение там. Там этих кальмаров, креветок битком было. Рис вкусный. Все было вкусно. Но зачем вот так делать? Вот зачем? Портить о себе впечатление. AM4. Все-таки 240 рублей она, да? Ну-ка еще раз я сейчас смотрю. 240 рублей, называется пянсе. Ребят, разве стоит 240 рублей 20 грамм капусты и кусочек рисового теста? Не надо, ай-яй-яй. Ну, а по вкусу? А то в следующий раз приду, получите у меня. По вкусу что, просто тушеная капуста в рисовом тесте. Вот по вкусу, ну-ка. Ну, в общем, да. Я не знаю, я есть не буду ее. Это просто на пару сделанная капуста в тесте. А так у них написано, что булочка, написано с мясом, свинина, говядина. Да, это дрянь просто полная, ребята. Ну, как говорится, не все скоту масленица, да? Запьем санкционочкой. Стой. Давай. Чин-чин. В общем, что, подведем итог посещения заведения под названием AM4. Полностью весь обед нам обошелся в 3000 рублей. Кто-то может подумать, что это дорого, кто-то может подумать, что это дешево, но мы наелись, мы сыты, мы довольны, за исключением булочки, повторюсь. Вот, значит, будем закругляться и отправляться в торговый центр. Нам надо туда поехать, в Сити Плазу, сделать предновогодние покупки.
Пока движемся к машине, друзья мои, хочу вам напомнить, что я занимаюсь продажей недвижимости в городе Сочи. Любые варианты: земельные участки, квартиры, апартаменты, небольшие дома, коттеджи, виллы, в общем, все, что хотите. Звоните, пишите, я вам подберу. Если хотите построить дом своей мечты, я подберу вам участок, помогу оформить документацию разрешительную, даже помогу с проектом и помогу со строительством. Так что, друзья, все мои контакты в описании к этому видео, не забывайте, обращайтесь. Мы переместились в торговый центр. Приехали сюда мы не просто так, нам надо купить подарки на Новый год нашим друзьям. Они приезжают к нам в гости на праздники. И плюс еще хотим зайти в Перекресток, посмотреть, какой же здесь есть алкоголь, что сколько стоит, какое здесь есть шампанское, по какой цене. Пойдемте вместе с нами. Если у вас нет предновогоднего настроения, то вам надо обязательно приехать в торговые центры. Тут столько всего, но главное, знаете, я бы вам рекомендовал ехать без детей, потому что с этой сорокой ходить нереально. Увидел эту лошадь, говорит, покупаем, смотрите сюда. Ну, собачка дешевле стоит, давайте собачку. Это просто игрушечная лошадка, у которой вверх-вниз движется голова. 70 рубасов. Пойдемте в другой магазин какой-нибудь. Конечно, выбор огромный, и все светится желтыми ценниками. Акция, 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 и еще раз акция. Все это в преддверии Нового года. Шампанское мы по традиции берем обязательно, всегда. Кстати, просека Зонин, смотри, 1299. Между прочим, неплохая цена. А помнишь времена, когда мы по 650 брали? Мы брали его по 650 рублей в метро и говорили, блин, что-то дорого. А потом 700 стало, мы такие, нифига себе, 700 рублей. А сейчас 1300, нормальная цена по акции. Вот. Но вообще отмечать Новый год шампанским, такая традиция завелась в Советском Союзе после выхода фильма на экраны «Карнавальная ночь». До этого никто шампанским Новый год не встречал, не было такой традиции. А вот именно чокнуться бокальчиком игристого, создать вот такую красоту, значит, может быть, какую-то записочку с желанием поджечь, пепел кинуть в бокал и выпить под бой курантов, это вот как раз пошло с этого фильма. Между прочим, надо отдать должное советским маркетологам. Это ведь, можно сказать, один из таких ярчайших примеров советского маркетинга. И до сих пор, уже сколько лет прошло, десятилетий, до сих пор принято чокаться шампанским. Ну, мы, короче... Сколько вдова Клико стоит? Погоди, а что тут у нас? Давай есть, смотри. Вино, шампань де Нет, вдова Венуге. Клико. Ну, это я не знаю, я знаю только Где вдова она? Клико. Вот, вдова Клико. Но это в крутанской коробке, типа холодильника, Всё равно 13 500. Ну, это А Дон Периньон? Дон Периньон винтаж, 37 700 рублей. Ну, 38 Шампань тысяч. де Винош. Вот это, кстати, хорошая, 10 200. Ну, конечно, это жирный жир. Я знаю только вдова Клико, Дон Периньон, Майот и вот знаю вот это еще, белое с красным. Да, да, да. Пьер, вот этот какой-то. Пьер вот это. Оно, Да. кстати, довольно... Оно хорошее. Кстати, бутылка стандартная, 2999 рублей. Но смотрите, я могу сразу сказать, что вот эта вдова Клейко, видишь, она типа в таком холодильнике, типа как под старину сделана. Открываешь, это как такая коробка-холодильник. Она прям металлическая. Давайте я вам покажу. Вот, с ручкой и так далее. Но внутри-то здесь, ребята, дайте я вам сейчас. Внутри-то здесь... Да нет, это специально, чтобы туда класть лед, чтобы брать с собой. Да, да, да. Этот чехол пригодится еще для будущих раз. Конечно, но я хочу сказать, что там внутри обычная стандартная с желтой этикеткой вдова Клейко бутылка. Вот, она стоит 12 тысяч. А вот мы сейчас посмотрим, сколько она стоит без упаковки. Вот ради интереса, давайте сравним. Пойдем, давай найдем ее. Обошли мы стеллажи с шампанским. Вдову Клейко мы без вот этого футляра, без холодильничка не нашли. Зато нашли стеллаж, целый стеллаж с отечественными шампанскими винами. Тут и Абрау Дюрсо, и Новый Свет, и вот какой-то Валерий Захарьин, Мысхака и так далее. Вот даже, смотри, написано прям просека, видишь, по иностранному языку, на иностранном языке, точнее, по иностранному языку, балаклава. Ну вот, кстати, вот такой вот Абрау Дюрсо мы пили. Это у нас есть в выпуске про Геленджик. Мы покупали вот такой Абрау Дюрсо, кстати, брали чуть дешевле, 2300 с чем-то оно было. Но оно нам, честно говоря, не понравилось. У него вкус такой... немножко пресновато и немножко отдает какой-то вот сливочной помадкой, что-то такое. То есть это не как вот классический брют или... Не освежается. Оно не освежает, да. Даже вот пьешь его охлажденным, а как-то нету вот этой вот кислинки, игристости, вот этой вот какой-то резкости шампанского.
Не знаю, нам не очень зашло, слабовато. Ну вот, не знаю, многие берут новый свет, еще что-то. Мы пока не пробовали. Пишите в комментариях, кто из вас какое отечественное шампанское вино пробовал, кому какое понравилось. Может быть, вот нам нравится наподобие просека, поэтому мы сейчас все-таки не будем экспериментировать. Возьмем на новогодний стол пару бутылочек просека Зонин. Будет в самый раз. Дорогие наши подписчики, дорогие зрители, уже можно сказать, наша семья. К сожалению, это был последний выпуск канала «Ник Кухня». Но правда в 2025 году. Следующие выпуски уже будут в 2026. Мы от всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом. Желаем вам всего самого хорошего, чтобы все ваши планы и мечты осуществились. Крепкого здоровья, успехов во всем. Мы вас любим и надеюсь, что вы нас тоже. С Новым годом! годом! Ура!